Привет. Ну, сегодня у нас 4 августа, 3 часа ночи. Примерно, наверное, где-то около часа назад я закончил точить Сварн 2. И сейчас мы будем начинать его тестить. Напомню, 110-ка, 64,5 шасси, Крио, все дела. В общем, здесь будет весело и долго. Приветствую, друзья! Сегодня у нас воскресенье 5, если быть совсем точным, понедельник 6 ночь. Сейчас закончился 3-й день нашего приключения со 110-кой на сварне. Пока вот у нас примерно столько наделано вот этим замечательным ножиком. Что будет дальше, понять сложно. Определенно темп замедлится, потому что нож вышел на рабочую остроту. Но будем поглядеть. Приветствую! Сегодня 9-й день теста Сварна со 110-кой. Вот столько мы пока нарезали. Я не знаю, сколько здесь, но по количеству и по ощущениям плюс-минус, думаю, 1004, может быть 4500 мы прошли, может быть 3,5, но думаю, все-таки больше 4. Сейчас я бы хотел показать, как после вот этих 4000 условных, ну, по ощущениям, по количеству времени, еще раз говорю, сколько точно вот в этой банке и сколько реально, я понятия не имею, но банка уже тяжелая. И вот я хотел бы показать, как ножик со 110-кой Ультрадек работает на таком количестве. Как-то так. Это не тест, это ад. Всем еще раз привет. Сегодня у нас 21 августа. И это 19-й день тестирования Сварна со 110-кой. Он наконец-то сдох. Скотина. Вы можете видеть на блокнотике, что он своих штрафных очков набрал. И, конечно, их многовато. Но такова уж, простите, природа его реза. Я не могу назвать этот нож до конца тупым даже сейчас, потому что откровенных точек замыливания у него просто нет. Ну ладно, об этом мы будем отдельно говорить. Сейчас я хочу с вами, ребят, знаете, что посмотреть? Сейчас я хочу посмотреть крайне любопытную вещь. Это в каком состоянии лайнер у ножа. А потом мы посмотрим, сколько он отрезал, потому что все здесь. Лайнер вот тут. Вот так это выглядит.
Ну что ж, давайте попробуем посчитать, сколько. Тысяча. Хе. Восемь тысяч 20 резов. Здрасте. Я, честно говоря, не знаю, что еще сказать. Я думаю, все, в общем-то, было видно. Единственное, наверное... Вообще-то есть что сказать. Во-первых, вот у нас табличка. Собственно говоря, какая у нас сейчас первая пятерка победителей, скажем так. Довольно любопытная, не находите? Бенчмейду пламенный привет. Но начну я все-таки не с этого. Начну я с того, что меня под видео с Трабантом упрекнули, что Руслан, ножик редкий, ты его вообще не показал. Каюсь, друзья, действительно... Сейчас постараюсь это исправить. Что у нас здесь? Это кастомный выпуск Ultratech Swarn. Это CPM S110V. Это сложная кастомная термообработка, сложная ТЦО, Creo 64,5 по Rockwell. Здесь же двухкомпонентная вставка, Makome титан, титан, карбон, ну все как в лучших домах. Теперь давайте, собственно, по ощущениям от теста непосредственно. Вы знаете, друзья, когда происходит новый чемпион, ощущения от старых чемпионов, они меняются. Все это переосмысливается, ты начинаешь вспоминать, те как бы какие-то моменты восторга или наоборот разочарования, они притупляются, и все это порождает такую фразу, которую я вообще очень люблю. Тест повесил больше новых вопросов, чем дал ответов. Но так как это 42-й тест, из этой серии тестов. И 70 тысяч раз канат отрезан. Да, 70 тысяч раз. Собственно, вот этот вот веселый мелькающий ролик в углу, который висит обычно в таких видео, он некоторых людей сбивает. И им кажется, что тест вот он идет там 2 часа, ты подошел, чуть порезал, ушел, все замечательно. На самом деле вы видели в самом начале, как на самом деле проходят такие тесты. И это именно та причина, почему таких материалов не так много на YouTube, а не потому, что они ничего не показывают и никому не нужны. Ну, это так, отвлечение. Так вот, так как это все-таки 42-й тест, определенные ответы я получил. Я получил самый интересный для меня ответ. Вы знаете, про 110-ку, 125-ку, она, кстати, тоже должна быть на тесте. Я этого очень не хочу, судя по тому, что я вижу здесь. Но интересно, безусловно. А 110-ка... О ней я слышал противоречивые очень отзывы. Некоторые люди в восторге, некоторые люди, относительно холодно, некоторые вплоть до разочарования, потому что что-то ждали, а некоторым просто вообще никак. То есть что-то такое, ничего, больше хайпа, чем стали на самом деле, там какой-то необий и так далее. Что я увидел? Да, уровень остроты первичный, он достаточно интересный. Я бы даже сказал хороший, я этого не ждал. Но это, видимо, все-таки шлифовка, термообработка, все вместе, весь цикл производства, он тоже на это очень сильно влияет. Но самое главное, если бы в этом тесте, сравниваю сейчас со Сварном с М390, если бы в этом тесте была некая отсечка по усилию, и ее поставить правильно из расчета теста с М390, то М390 110-ку вынесет. Почему? Потому что среднее усилие нарезу 110-ки выше. При этом после теста, во время вообще всех вот абсолютно подходов ни разу не возникло ощущение, что нож где-то мылит.
То есть затупление идет настолько равномерно, настолько качественно, что при работе с качественно оттермиченной, отшлифованной, подготовленной, правильно изготовленным ножом из S110V, простите, при определенной работе, например, по мясу человека, он может тупиться вечно, условно, если при этом еще будет заточка толковая на правильный угол и нормальная культура работы с ножом. Однако, если все это развернуть в противоположную сторону, сталь предстанет просто в ужасающем свете. Все-таки это во многом, наверное, спорно, но Бёллер, он потехнологичнее, помощнее, помесистее вот в плане наукоемкости, в плане мощи структуры стали, если можно так сказать. И уровень рабочей остроты, уровень усилия рабочей остроты у М390 чуть-чуть поинтереснее, чем у 110. Но у 110 химсостав за плечами такой, что этого недостаточно. Вот. И это очень интересный ответ для меня, потому что сталька, вот ты настолько начинаешь нож в конечном итоге уважать через ненависть, потому что, ну ты ждешь, ну давай начни мылить, покажи, где ты сдашься. И сдаешься в итоге сам. То есть, чтобы вы правильно меня поняли, нож снялся с дистанции не потому, что я не мог работать, а потому что нож набрал штрафные очки. Таких результатов не так много. То есть нож и дальше мог бы продолжать резать канат. С очень большим усилием, очень тяжело. То есть вы там, наверное, могли заметить, что бинтуется кисть, бинтуется локоть, ну изолируется сустав. Большое спасибо товарищу за подсказку, потому что нагрузки действительно высокие. Но при этом все равно он пашет и пашет и пашет и пашет. Такая собака злая, настолько классное ощущение. Это вот именно оно, вот этих людей, собственно, к 110-ке, к 125-ке, я думаю, там будет примерно то же самое ощущение, тянет сильно. Но в целом, дабы подытожив немного, да, какие выводы я хочу сделать? Но первый вывод, самый интересный, да, ну, во-первых, пламенный привет американской серийной термообработки, это раз. А второе, насколько я понял, у М390 у компании Ультратек есть тоже кастомная термообработка. И вот это может быть очень серьезным ответом. Потому что М390, еще раз говорю, это сталька так-то попроще, чем 110. Но вот насколько технологичная мощь Бёллера вот сыграет и мастерство термиста, поглядим. Спасибо за просмотр. Пока.